контркультура – это одним словом протест, а если двумя, то радикальный протест. Радикальный и глубокий. Причем, если раньше в контркультуре выделяли радикальность, то в 21 веке стоит выделять глубину. Потому что все мы устали от такой из себя радикальности. Она давно лишилась связанного содержания и заслужила приставку «псевдо» в восприятии со стороны. Вдохновляться радикальностью уже как-то попсово, а вот вдохновляться глубиной – другое дело, хотя под силу оно не каждому. Говорят, что до поколения нулевых трудно достучаться. Да не, у тебя отлично получается. Итак, контркультура в восходящем 21 веке – это глубокий протест, способный вдохновлять. Что же в нынешней культуре соответствует этому? Да почти ничего. Массовость протеста стала равняться его примитивности или пустоте. Контркультура перестала быть чем-то, что возникает по крайней необходимости, по биологической необходимости, как в 60-е годы 20 века, когда от успехов контркультуры зависели жизни целого поколения людей в Америке и духовное здоровье молодежи во всем мире. Самое страшное, что контркультура перестала быть чем-то общечеловеческим, поскольку и само понятие человека в массах, пожалуй, что деградировало. Хотя должно бы было наоборот преобразиться. Выгода, деньги, удача. Меня тошнит от этих слов. Чем больше мы об этом говорим, тем больше унижаемся, поклоняемся и раболепствуем. Контркультура прошлого всегда была исполнена мощи, с которой приходилось считаться. То, что называют контркультурой сейчас, это что-то невыразительное, неяркое, отовсюду гонимое поганой метлой. Но гонимое по причине собственной затхлости, а не из-за своей силы и опасности для системы. Ярлык контркультуры прицеплен ко всем отклонениям со знаком минус от норм социума, к каждому ядовитому глуму над традицией и официальной культурой. Это какой-то позор? Только ленивый еще не отождествил контркультуру с антикультурой. Вообще жесть, а? И это уже начинает малость напрягать. Напрягает. Ведь на самом деле контркультура призвана преображать мир, ставить новые цели, обновляя и возрождая его жизненность. Фридрих Шиллер сказал очень правильную вещь и на все времена. Человек вырастает по мере того, как растут его цели. А если нет цели? Человек умирает. Контркультура – это протестная философия жизни в широком смысле слова. Она участвует в жизненных процессах, а не созерцает их. Контркультура всегда несет в себе предчувствие нового ренессанса, его радостное утверждение и осуществление, и потому она далека от регресса и разложения, депрессии и страха, всего того упаднического настроя, в котором поселилось чувство человеческого бессилия. Я только и делаю, что работаю. Только работаю. Когда я не работаю, я не знаю, кто я такой. Я даже не знаю, что мне делать, о чем думать. Что ж, он вполне умен. У контркультуры цели прогрессивной культуры и жизнетворчества, а вовсе не личностные, не религиозные и не государственные. Это измена, магистр. Почва, на которой произрастает истинная контркультура, это культурная маргинальность, а обрести ее каждый мыслящий человек способен самостоятельно. Эпоха развитого интернета – это не только эпоха угасания традиционных способов коммуникации, но и эпоха новых богатых возможностей. Реализовать эти возможности в культуротворческом ключе – важная задача современной контркультуры. И какой бы облик она в итоге не приняла, он будет не похож на то, что было в прошедших веках. В наших силах менять правила и законы и идти от эволюции к революции. Ясное дело, новой контркультуре необходимо новое творчество и новое искусство. Новое в своих принципах. Подлинная контркультура за новую революцию, но не за социальную, как она есть, грубый удар кулаком по голове угнетателей, а за просвещенную культурную революцию и революцию в сознании, с ее глубиной изначальности. Ничто так не разрушает человека, как невежество, тупоумие, исследование догмам. Контркультура и есть эта революция, несущая энергию протеста, созидающего протеста в различные сферы человеческой деятельности и в важнейшие факторы человеческой жизни, такие как искусство, любовь, игра, отношение к смерти, но и во все остальные, конечно же. Контркультура является только логичным результатом устремлений высокой культуры. И в 21 веке ей необходимо стать надежным мостом к чему-то большему, чем сама культура в привычном смысле слова. Ей необходимо стать мостом к высшей культуре. Иначе толку от контркультуры не будет.
Ее протесту в современной ситуации должны быть присущи эстетическое изящество, многомерность и искусство перемещать перспективы. Десятюню, родной. Ну чё, пошли менять мир к лучшему? Можно сказать, что контркультура в 21 веке – это новое начало мысли. А ведь не только мысль нуждается сегодня в обновлении, но и культура, и образование. И сам человек, его укоренившийся в вековых представлениях образ тоже нуждаются в обновлении. И вот когда осознание этого обретет настоящую зрелость, тогда у нас будет новый ренессанс, а не вот это вот все.